Всем добрый день. Вы знаете, друзья мои, я снимала как-то работу снятия проклятия матери. И тогда вскользь прошлась и немного как бы познакомила вас с этим явлением. Но полностью эту тему я еще пока особо не раскрывала, потому что были другие темы, были другие работы. Я сегодня хочу с вами поговорить об этой теме, и потому что эта тема актуальна, и она, как ни странно, часто встречается. Судьба матери может повториться в судьбе дочери. Подсознательно дочь может скопировать жизнь матери. Почему мы говорим, что мы пример для своих детей, и что наши дети на нашем примере учатся жить, учатся строить свои семьи, свою жизнь? Потому что подсознательно дети копируют и повторяют. Они наше зеркало. Пусть хватит кушать. Женщина, которая дает нам жизнь. Через нее мы рождаемся в этот мир. Она вынашивает нас 9 месяцев, она потом за нами ухаживает, смотря у кого какие матери были. По сути, она проводник наш в этот мир. И очень многое у нас зависит от ее одобрения, очень многое зависит от ее теплого слова. Мама может окрылить человека, она может и загубить. Но матери бывают разные, различные. Матери иногда, не осознавая того, могут испортить, испоганить жизнь своему ребенку. И это не относится к чрезмерному потаканию или чрезмерной слежке за жизнью своего ребенка, куда он пошел, что он съел, с кем говорит и так далее. Бывают и такие сумасшедшие матери, которые очень боятся за жизнь своего ребенка, очень боятся за безопасность своего ребенка. И в итоге, как ни странно, судьба доказывает, что они были правы. Женщины, которые с рождения переживают и дрожат над своим ребенком, они действительно вскоре теряют этого ребенка. Какое-то внутреннее сознание, которое дает матери понять, что ей нужно быть начеку все время. Материнский инстинкт – это самый сильный инстинкт в мире. Когда человек может пойти на такие поступки необдуманные, человек может сделать то, что от себя не ожидала никогда, только по той причине, что в ней сидит инстинкт матери. Она может убить, она может пожертвовать собой. Ребенок – это единственное создание, ради которого женщине не жалко ничего. Но не каждой женщине. Я сейчас вам рисую образ идеальной матери. Какая должна быть мать? Мать, которая дает жизнь, которая после за этой жизнью следит и воспитывает эту жизнь и поднимает на ноги. Но все ли такие матери? Что такое проклятие матери? Как оно может испортить жизнь человека? Вы знаете, друзья мои, бывают моменты в жизни женщины, когда она забеременела так случайно, да, не к месту. И первая ее мысль бывает пойти избавиться. Избавиться или нет, это ее личное дело, личное право. Я считаю, что в территорию вот в эту личную лезть никому не стоит. Но если она
начала об этом думать, уж тем более, если она начала предпринимать какие-то шаги к этому действию, например, записалась на прием, пошла, села, потом передумала и так далее. Если ее мысли, ее подсознание начинает выталкивать этого ребенка, то есть очень большая опасность, что этот ребенок родится с материнским проклятием. Потому что мать отторгает от себя этого ребенка, не хочет. Но даже если она потом передумала или обстоятельства так сложились, что она родила ребенка, у этого ребенка судьбы особой не будет. И счастья не будет. Этот ребенок родится изгоем в этом мире. Есть такое понятие печать изгойства, когда этот мир тебя не воспринимает. Изгойство приходит по-разному, с разных источников. Проклятие рода, когда род не принимает человека. Проклятие матери. С рождения взятые какие-то, скажем так, преступления предков на себя и так далее. И глупо считать, что все люди, у которых была печать изгойства или есть, что это просто какие-то беззубые алкоголики, которые валяются под заборами. Нет, это могут быть очень яркие люди. Это могут быть очень приятные люди, очень интересные, воспитанные. Но жизнь постоянно преподносит им сюрпризы в плохом качестве. Что бы они ни делали, как бы они ни делали, этот мир не хочет их воспринимать. С их работы и их старания остается всего лишь 30% для них. Все остальное уходит в никуда. Это люди, которые не могут собрать денег, чтобы что-то для себя создать. Это люди, которые не могут встать на ноги финансово, сколько бы они ни работали. Это люди, которые все время будут обмануты своими партнерами. И всю свою жизнь они бьются как со стенами. Знаете, одна стена растет, потом вторая стена. Они не воспринимаются этим миром, они изгои. То есть мир для них как мачеха. Это все приходит именно еще до рождения, когда мать пыталась отказаться от него или не хотела. Проклятие не принимайте дословно, чтобы она сидела и проклинала его там, чтобы у тебя вот так было или сяк. Нет. Проклятие – это посыл, это внутреннее отторжение. Не хочу тебя, уйди. Или не к месту ты появляешься в моей жизни. Помните такие стихи мальчика из детского дома? «Мама, ты прости, что я родился, что тебе я в жизни помешал». Очень тяжело. Но вот эти все дети, которые в этих учреждениях, они на самом деле точно так же прокляты своими матерями. Прокляты их действием, прокляты их отторжением от себя, прокляты тем, что они недополучают материнскую энергию. Потом многие из них, создавая семьи, точно такую же модель используют. Они росли в детском доме, они точно так же в детский дом отдают своих детей. Видимо, им кажется, что если они выжили, то эти тоже выживут, ничего с ними не случится. У них нет модели семьи. Казалось бы, они сами прошли такое, они должны понять это. Но они не знают, что значит быть матерью, что значит любить, что значит заботиться. Для них мать – это всего лишь родить, дать жизнь, как им кажется. Эти люди тоже прокляты родителями. И им стоит очень больших усилий перебороть это проклятие, чего-то достигнуть. Очень много известных знаменитых людей, которые непонятно откуда были родом, да, по происхождению, всю жизнь бились за свое место под солнцем. И эти люди перенесли очень много. Их судьба не получилась, по сути. Потому что благословение матери, оно очень многое дает. Дорогие люди, слова благословение, проклятие, они, может, звучат просто как слова в воздухе.
Но на самом деле, когда у человека нет удачи в жизни, он может делать что угодно, он может работать, он может пытаться чего-то достичь. Но если у него нет благословения в этой жизни, его труды результата не приносят. А уж если нет у него благословения матери, тогда уж тем более. Материнское начало связывает нас со Вселенным, потому что из недр вселенского разума приходит душа, рождается в нашей матери. И эта душа мы. То есть через нее нам дается жизнь. Вот через этот фильтр, если грубо сказать. Если этот фильтр непригоден, то душа оттуда выходит искалеченная, исковерканная. И она уже не может ничего достичь, никуда не может приткнуться. Были очень много известных людей было таких в истории человечества, которые всеми были любимы, но их мать не любила. И итог их жизни был печален. Такая была, например, Норма Джин, которая больше известна вам как Мерлин Монро. Ее жизнь была печальна, хотя она такая не очень разумная была особа, да, красивая женщина, но глупая. Но в любом случае она не могла найти себе места, у нее не получалось жизни. Сколько бы она ни старалась, у нее ничего не выходило. Такой была Элизабет Тейлор. Вы знаете, что у нее, мало того, что у нее были фиолетовые глаза, что очень большая редкость, у нее были двойные ресницы. Она говорила: мне Вселенная дала двойные ресницы, чтобы мои слезы удерживались во мне. Это была глубоко несчастная женщина. Столько раз создавала семью, столько раз выходила замуж, столько раз боролась с онкологией. Много раз. У нее и был опухоль головного мозга, у нее и рак кожи, и рак крови. Чего только у нее не было в этой жизни, потому что у нее не было благословения матери. И что бы она ни сделала, эта женщина, хотя она знаменитостью ушла с этого мира, в любом случае ее жизнь не удалась. Такая была Мария Каллас. Понимаете, то есть люди, которые боролись за свое место под солнцем, люди, которые достигали, добивались очень больших высот, но по жизни были очень несчастливы. Такая была Асидора Дункан, у которой 2 детей утонули в Сене вместе с няней. И она сходила с ума, она пила некоторое время, не хотела выйти на сцену. Она просто сходила с ума. И чего только эта женщина не достигла в жизни, и как бы ей не аплодировали, сколько бы у нее не было поклонников и так далее, но в жизни она была очень несчастна. То одного встретит непонятного кого, то Есенина, который мучил и издевался над ней, глумился. Она его любила, и их жизнь была просто постоянная драма с криками, ссором, со скандалом. Она пыталась его привести в чувство, вернуть к жизни. Это было бесполезно. Эта женщина чрезмерно добрая в душе, но жизнь постоянно их бьет и не дает им пойти вперед. И все, что они создают, в один момент рушится. Снова они начинают с нуля и снова. Нет материнского благословения. Есть несколько разновидностей матерей. Те, которые считают, что ребенок их собственность, и они вложили в него, а значит, должны получить обратно. И если ребенок чем-то не оправдывает их ожидания, потому что ребенок это отдельная жизнь, это отдельный человек. Невозможно, чтобы он всю свою жизнь делал так, как ты хочешь, потому что он растет, у него своя психика, у него своя душа. И он все равно будет делать свои ошибки. И нужно дать ребенку возможность и шанс ошибаться. Только через ошибки мы мудреем в этой жизни. Мы понимаем, сопоставляем, и как бы мы становимся умнее и осторожнее. Вот это одна сторона матери, которая просто держит ребенка всеми силами, ногтями и когтями, и не дает ему пойти вперед и сделать свою жизнь такой, какой он хочет. Обычно у таких матерей дети несколько раз разведенные,
Вот в итоге она всех разводит, приводит к себе и сажает прямо рядом с собой, и они все вместе живут, каждый день скандалят, кричат друг на друга. Нравится им эта жизнь, понимаете? Они вампирят друг друга. Вот бывает момент, когда люди могут какую-то проблему решить и жить отдельно, но они это не делают, потому что им без этих скандалов не жить. Им это нравится. Им приятно, у них каждый день интересный. Сегодня вот так сделать, завтра суп перевернут друг на друга, послезавтра милицию вызовут, кто-то до утра будет сидеть в клетке. Это же интересно, это же разнообразная жизнь. Вот такой нездоровый интерес к жизни, да, такая тяга нездоровая к таким непонятным приключениям. Но они живут вместе и не собираются разъезжаться. Есть матери, наверняка в вашем окружении, которые всех своих сыновей, дочерей развели. Всех. По нескольку раз. И все плохие, все такие, все сякие. Всех собрали вокруг себя, никому не отдают. Дети, внуки, все рядом должны быть. Все должны принадлежать ей, больше никому. У нее вечно будут снохи плохие, на ком бы он ни женился, хоть на ангела небесного. Она все равно будет плохая. Даже если она будет глухонемая сирота, которая будет мало кушать, много работать, она все равно будет плохая. Она все равно не та, она все равно не заслуживает ее сына. Ее мальчик лучше всех. И как бы этот мальчик там, чего бы он ни натворил в жизни, он все равно самый лучший, самый любимый, но тем самым она не дает ему идти вперед. И жить ему не дает. Жить не дает, потому что с такой женщиной, вот пока она жива, он свою жизнь не устроит. Сколько таких мальчиков мы видим, великовозрастных, 40 лет или 50 лет, которые живут с матерью, послушно, тихо, спокойно. А сколько было среди таких мальчиков маньяков и убийц? Помните, как-то один отморозок двух девочек запер там в бункере в каком-то, в подвале? Он перемешал лекарства, они уснули, он их спустил туда и закрыл. Много лет. Они 4 года, по-моему, с чем-то там сидели в этом бункере. С ума сходили. Одна из них рожала все время, он подкидывал туда-сюда, отдавал этих детей. То есть, незавидная судьба. Мальчик, который жил у матери, мама хвалила, такой хороший был сын, послушный, ни в чем не откажет. Все они. Некий тоже был такой маньяк огромный, Сергей, я не помню, как его звали-то. Убивал женщин, причем женщин возраста его матери. Как какой-то, он сам себе какой-то дал кличку, умер, сейчас сдох он в этих зонах, слава богам. Мать тоже говорила, послушный, никогда не спорит, никогда слова поперек не скажет. Но он мстил другим женщинам за свою сломленную жизнь, он убивал женщин возраста своей матери. Понимаете, он изливал свою злобу на мать, на других людях, совершенно не виноватых в этой ситуации. Чикатило был точно такой же. Послушный, хороший муж, хороший мальчик, хороший сын. И в итоге кем он оказался? Материнское потакание и вот это вот, знаете, рабовладельческое такое вот понимание своего материнства, что это мое. Мой ребенок, как хочу, так и будет. Он будет со мной, никому не отдам. Оно приводит к тому, что растут агрессивные внутри, тихие снаружи люди, совершенно нездоровые психически, ненормальные, особенно мальчики. Это тоже материнское проклятие, потому что если у человека совершенно не устраивается жизнь, когда у него постоянно рушатся браки, потому что туда лезет мама, лезет постоянно. Я знала такие семьи, когда муж приходил, она сразу: «Сынок, тебе подать кушать?» Вот лезет. Ты чай хочешь? Она делает это специально для того, чтобы сын, сравнивая себя, то есть маму и жену, чтобы мама всегда была в выигрышном положении. Ведь она же опытна, она старше, она знает, как понравится мужчине, да, как что делать. Носки вот сюда, трусы вон туда надо, все надо по порядку и так далее. И, естественно, сын сравнивает мать, он же не понимает, он молод, он не осознает, что сравнивает опытную женщину с еще маленькой девочкой. Ведь его мать тоже в этом возрасте не блещала умом.
но он так далеко не смотрит. Со временем он понимает, что нет, я не хочу с этой женщиной, я с мамой хочу, с мамой легче, удобнее, лучше. Мама всегда покормит, мама ничего не потребует, ничего не надо делать, стараться, вот лишь бы будь со мной. Есть матери, которые запрещают просто своим детям строить карьеры. Тебе это не надо, куда ты лезешь, ты и так, я тебя и так люблю. Когда дочь говорит матери: мам, я хочу похудеть, я хочу поменять себя внешне, я хочу свою жизнь поменять. И она: не нужно, ты и так красавица у меня, и прочее, прочее. Все время подсовывает: там жирненькое что-нибудь покушай, да забудь ты про эту диету, плюнь, это все глупости, кушай. Почему? Никогда не задумывались. Эгоизм. Просто эгоизм. Чтобы она всегда была толстой, никому не нужно, неинтересно и принадлежала только ей. Потому что если она такая толстая, серая, непонятное какое-то существо, понятное дело, что у нее не будет таких мужчин, которые ее возьмут, которые женятся, заберут куда-нибудь. Ну, может быть, так, мимолетные связи. Она все время будет приходить к маме, а мама не хочет ее никому отдавать. Поэтому она предпочитает ломать ей судьбу и жизнь. Но лишь бы она сидела рядом. Есть матери, которые откровенно проклинают своих детей. Откровенно проклинают, желая самое худшее. Ты еще приползешь, ты еще будешь молить о пощаде, ты еще мне в ноги упадешь. Вот эти слова, они программируют человека. И куда бы этот человек ни ушел, куда бы ни поехал, как бы ни старался строить свою жизнь, у него все разобьется, сломается, он опять вернется к своей матери. Потому что мать дала напутствие. Где бы ты ни был, все у тебя, чтобы все разрушилось, чтобы ты опять пришел сюда. Потому что ты мне принадлежишь, я никому не отдам. Ревность матери к жене, ревность матери к зятю, нежелание, чтобы дочь устроила жизнь. Знаете почему? Чтобы внучку не забрала вдруг. Потому что если она устроит свою жизнь, свою семью, она заберет своего ребенка, а ей этого не хочется. И она готова пожертвовать ее судьбой. Пусть она всю жизнь кукует одна, пусть у нее никого не будет, пусть у нее ничего хорошего в жизни не будет, но лишь бы мою вот эту внученьку не забрала. Потому что она с этой внучкой наверстала упущенное. Вот в чем она не состоялась как мать, она всю свою любовь дарит внучке. Не замечали, бывают такие матери, которые ненавидят своих дочерей, вечно скандалят, оскорбляют, унижают даже при ее ребенке. То есть ее авторитет растаптывают в землю. Вечно просто принижают ее. Ты ее не слушай. Вот мать сказала, что ты не пойдешь, а бабушка там денег даст, скажет: иди, иди, не обращай внимания, я с ней поговорю. То есть она делает все наоборот. Она просто настраивает свою внучку против матери, показывает, что я лучше, меня предпочитай. Я добрая, я тебя пущу, я денег дам. Обычно эти внучки заканчивают очень плохо. Вот такие потакаемые бабушками. Но они в этот момент об этом не думают. Так вот, для того, чтобы у дочери не устроилась судьба, она делает все для этого. Чтобы она вот с этой внучкой прошла эту роль матери, которую она не смогла. Она компенсирует, понимаете? Она хочет с ней себя почувствовать матерью, потому что внутри, вот в душе, в подсознании у нее есть очень сильное, как бы сказать, чувство вины. И она это чувство вины компенсирует на внучке. Если она вышла замуж каким-то чудом, получилось вырваться от матери, что она делает? Она превращает дочь в шпиона. Что там мама с отчимом говорили, что там делали. Она может вплоть до интимных подробностей расспрашивать. Ты его папой не называй, кто он такой, у тебя свой папа есть. Хотя тот папа тоже ее не устраивал. Она может тайком вести ребенка к тому отцу. Она может попытаться их снова соединить с дочерью, чтобы тот брак разрушить. Мол, нет, ты был лучше, с тобой я более контролировала свою дочку, с этим не получается, вернись обратно. Это все проклятие матери. Когда мать откровенно говорит: на тебя надеяться, да смешно. Да кто на тебя будет надеяться? Я в жизни на тебя не надеюсь. Когда мать откровенно унижает одного ребенка и возвышает других детей.
И вы знаете, парадокс в чем состоит? Самое обидное, что к концу жизни такие матери всегда остаются с теми детьми, которых они проклинали, ненавидели, которых принижали, которым ломали жизнь. Они всегда остаются у них. Именно они не бросают своих матерей. Вспомните король Лир. С кем он остался в итоге? Кто его не предал в итоге? Та дочь, которую он не любил. А точнее, любил в душе, но гордости не хватало об этом говорить. Материнское проклятие может повлиять на жизнь человека. Созданный мной ритуал, который я давно показала, он создан таким образом, чтобы не вернуть это матери, чтобы оно ушло и разбилось, чтобы оно ушло во Вселенную. Правда, после этого связь обрывается, и мать больше не может контролировать, и больше не может вампирить своего ребенка. В Африке есть такие племена, где матери, которые обладают какой-то силой, начинают съедать просто энергетически своих сыновей и доводят до смерти. Они начинают делать ритуалы на своего сына. Это звучит дико и страшно. Они молодеют за счет этого сына. И в конце концов он уходит. Уходит от онкологической болезни и от чего-то еще. Вот бывают такие вампиры-матери, которые, может быть, не делают африканские ритуалы над своими детьми, но они их съедают, они забирают их энергию, они выжимают их, они за счет своих детей молодятся и живут. Есть женщины, которые с утра должны устроить скандал, чтобы всех трясло. После этого они идут на кухню, напивая себе, наливают там чай, сидят, улыбаются, им хорошо. Они выпили энергию молодых всех. И теперь они наслаждаются этим всем. От таких матерей нужно уходить. Нужно отсекать. Как бы это ни было больно, не нужно обожествлять мать. Относитесь к ней как к человеку, к смертному человеку. С уважением, с любовью, но как к смертному человеку. Когда вы перестанете внутри себя чувствовать вину перед ней вечно, а они все время будут внушать вам это чувство вины. Вот я для тебя то сделал, я это. Это ее обязанность, она родила. Ведь вы не просили родить, вы рожаете своих детей, они же вас не просят. Это вы их родили, правда? Это вы приняли это решение. А значит, вам за это решение отвечать. Поэтому упреки как в вашу сторону не воспринимайте, так и вы не упрекайте своих детей. Постарайтесь не повторять тот же сценарий, потому что многие люди, которые в детстве были биты и терпели издевательства матери, дают себе клятвы, что я никогда своих детей не трону. Но потом они повторяют то же самое. Они подсознательно точно так же себя ведут. Если вы ловите себя при этой мысли, не повторяйте этих ошибок. И аспект, скажем так, магической стороны, да, проклятие матери нужно снимать, нужно убирать. Это очень страшно. У таких людей просто нету жизни. Что бы они ни делали, куда бы они ни шли, они будут как проклятые работать и как проклятые все терять и возвращаться обратно к той матери, которая их вампиризирует, которая просто отравляет душу, потому что она все время делает эти посылы. Она подсознательно боится отдать вам внуков, поэтому пусть у вас жизнь не получится, чтобы вы все время мыкались туда-сюда или жили возле нее, слушали упреки, но были рядом, чтобы ребенка не забрать вдруг, потому что она ребенка любит больше, чем вас. И она не хочет отдавать. Бывают моменты, когда стирается грань, и бабушка забывает, что она бабушка, она уже себя за мать считает и готова защищать свое дитя даже от вас. Уходите от таких матерей. Убирайте эти проклятия. Избавьтесь от этого. Отсеките это, оставьте это в прошлом. Потому что пока эта программа с вами, пока она на вас, пока вас запрограммировали на постоянные неудачи, эти неудачи будут приходить. Потому что та женщина, которая дала вам жизнь, и через которую вы родились на этот свет, она есть фильтр. Проходя через нее, мы очень многое перенимаем.
Мало того, что мы перенимаем генетически и физиологически, мы берем у нее, скажем так, подпитку с этой вселенной. Вот как наша мать нас питает изначально, что она нам внушает, что она нам внедряет, и что она как бы закрепляет у нас в подсознании, так мы и живем. И в конце хочу вам привести такой маленький пример. Это рассказ. Такой был грузинский фильм, по-моему, в 2000 году, сейчас не помню, как называется. Когда мать с дочерью всегда конфликтовали из-за внучки. Потом у нее был сын, которого она очень любила. И так получается, что она узнает, что ее брат во Франции погиб. Но очень боится сказать матери, чтобы она не умерла раньше времени. И не говорит. Говорит, что у него нету связи, что, мол, он вчера звонил мне, сказал, что у него все в порядке. Вот она так целый год обманывает ее бдительность. В конце концов, эта женщина тайком покупает путевки во Франции на себя и дочь, и внучку. И решает сделать сюрприз сыну и улететь посмотреть, что с ним случилось. Видимо, внутреннее чутье говорит о том, что там что-то не то. И когда они улетают во Францию, пытаются ее оградить всячески, мол, не знает адрес и прочего. И тут эта женщина тайком выходит, узнает адрес сына, ну, это так долго говорить, находит, в общем, по адресу и спрашивает, где там вот такой-то человек жил из Грузии, не подскажете, где он находится? И они говорят, так он же умер год назад, попал в аварию. Ей становится плохо, она идет, садится на скамейку, долго думает, начинает понимать, что если она скажет своей дочери, может быть, это повлияет очень сильно на нее, а ей сейчас нервничать нельзя, она не очень здорова, и не говорит своей дочери. Возвращается обратно и делает вид, что она ничего не слышала. И вот так проходит некоторое время, и только потом они узнают друг у друга, что и она, и мать, и дочь знали об этом и скрывали друг от друга, чтобы они вдруг раньше не умерли. Это мать и дочь, которые грызлись и ненавидели друг друга, понимаете? Они оберегали друг друга, невзирая ни на что. О чем это говорит? Это говорит о том, что за этой ненавистью, за этим контролем, за всем этим стоит любовь. И с одной стороны, и с другой стороны. Но эту любовь люди не умеют выражать правильно. И эту любовь превращают в агрессию. Хотя должны бы совсем по-другому жить. Задумайтесь над этим. Если вы мать, если вы дочь или сын. Всего доброго.